Видели, что с собой творят знаменитости? Губы размером с кулак, невероятные подтяжки лица и попытки в 60 выглядеть на 15. Я покажу вам звезд, которые такое с собой натворили, что некоторым даже стыдно выходить из дома. И да, речь не только про женщин, хотя самая жесть будет в конце. И вот первая красотка. Линдси Лохан, некогда популярная актриса, стала одной из тех знаменитостей, чьи попытки сохранить молодость через пластические операции обернулись множественными обсуждениями и критикой. После своего стремительного взлета в молодости, когда Лохан стала известна благодаря фильмам таким как «Дрянные девчонки» и «Чумовая пятница», ее жизнь пошла по наклонной. Многочисленные аресты, пристрастие к алкоголю и наркотикам, а затем и бесконечные хирургические вмешательства. Она всеми силами пыталась справиться с возрастом и последствиями разгульной жизни. Судя по всему, Линдси не ограничилась одной операцией. Она делала ринопластику, изменяя форму носа, увеличивала губы и скулы с помощью филлеров, а также использовала ботокс для сглаживания морщин на лбу и в области глаз. В какой-то момент ее лицо стало выглядеть переполненным филлерами, из-за чего поклонники и медики начали обсуждать ее внешний вид как пример подушки вместо естественных черт лица. Даже сами врачи предполагают, что она также прибегала к лазерным процедурам для осветления кожи и удаления веснушек, что придает ее лицу совершенно иной, более искусственный вид. Хотя Лохан пыталась скрыть старение и справиться с проблемами через многочисленные косметические процедуры, поклонники и эксперты считают, что раньше она выглядела намного привлекательней. И она не одна такая, уж поверьте. В январе 2021 года Деми Мур шокировала своих поклонников, когда появилась на подиуме во время показа Фенди на неделе высокой моды в Париже. Ее лицо выглядело настолько непривычно, что многие не сразу узнали актрису. Поклонники заподозрили, что звезда-привидение прибегла к пластическим операциям. Наибольшее внимание привлекли чрезмерно выраженные скулы и губы, которые выглядели явно измененными из-за филлеров. Некоторые эксперты предположили, что актриса также сделала подтяжку лица, но основную критику вызвали именно филлеры, которые, по мнению специалистов, были введены слишком агрессивно, что привело к неестественному виду. Несмотря на активные обсуждения, Мур не комментировала слухи о неудачной пластике. Она оставалась верной своему образу и даже делала публикации в соцсетях с выражением благодарности за участие в показе, что говорит о ее уверенности в себе. Уже к концу того же года внешний вид Деми стал выглядеть более привычным и естественным, что может говорить о том, что результаты неудачных процедур со временем исчезли, либо она одумалась и провела повторную операцию. Но что я только о дамах. Микки Рурк, в прошлом секс-символ 90-х, серьезно пострадал от пластических операций, которые ему пришлось перенести из-за боксерской карьеры. После ухода из Голливуда он занялся профессиональным спортом и за несколько лет получил множество травм лица, включая переломы носа и скул. Чтобы восстановить внешность, Рурк перенес несколько операций, включая ринопластику и подтяжку лица. Однако он сам признался, что выбрал неудачного хирурга, и это сильно повлияло на результат. Лицо стало выглядеть искусственным и неестественным. К числу проведенных операций относятся 5 ринопластик, коррекция скул и инъекции ботокса. Нехило, да? Многие эксперты и поклонники отмечают, что его лицо сейчас имеет чрезмерно жесткие черты, и это результат не только травм, но и неудачно проведенных пластических операций. Теперь ему сложно играть эмоции, ведь лицо практически полностью обездвижено. Но самые жуткие случаи, когда целая семья уродует себя различными модификациями тела, я оставил в моем телеграм-канале. А это Мелани Гриффит, которая на протяжении многих лет сознательно подвергалась значительным изменениям внешности из-за своего пристрастия к пластической хирургии. Да, для некоторых это как наркотик. Начав с ринопластики, она не смогла остановиться, делая последовательно подтяжки лица, инъекции ботокса и блефаропластику. Все эти процедуры привели к тому, что ее лицо приобрело перетянутый и шарообразный вид, который стал предметом обсуждения в прессе и среди поклонников. Одним из самых заметных изменений было увеличение губ с помощью филлеров, что, как отмечают специалисты, изменило ее естественную мимику. Антонио Бандерас, ее супруг на протяжении 18 лет, неоднократно выражал недовольство по поводу увлечения Мелани хирургией. Однако это не остановило ее, и в какой-то момент это, по слухам, стало одной из причин их расставания. Гриффит сама призналась, что не осознавала, как сильно изменилась, пока люди не начали говорить об этом. Она признала, что сожалела о некоторых своих решениях и даже обратилась к другому врачу, чтобы исправить ошибки предыдущих операций, удалив часть филлеров и вернув лицу более естественный вид.
Теперь актриса живет более уединенно, избегая общественных мероприятий, и говорит, что надеется выглядеть лучше после всех исправлений. Весной 2023 года 69-летняя Ким Бейсингер удивила своих поклонников, когда появилась на вечеринке по случаю беременности своей дочери Ирландии Балдуин. Многие отметили, что ее лицо выглядело неестественно пухлым. Поклонники активно обсуждали возможное вмешательство пластических хирургов, сравнивая ее с Джоселин Вильденштейн, печально известной своими многочисленными неудачными операциями. Особое внимание привлекли чрезмерно заполненные филлерами щеки и сглаженные морщины, что вызвало слухи о многочисленных инъекциях и подтяжке лица. Эксперты по пластической хирургии также высказали свое мнение по поводу внешности актрисы. Один из них отметил, что у Бейсингер всегда были высокие скулы, что является признаком молодости. Однако, с возрастом эта область теряет объем, а в ее случае, похоже, использовались филлеры или процедуры по переносу жировой ткани, чтобы восстановить эту молодость. Ее гладкая кожа, практически без морщин, также говорит о регулярном применении ботокса и других омолаживающих процедур. Само появление Бейсингер было редкостью, так как она избегает публичных мероприятий в последние годы из-за борьбы с агорафобией, о которой она открыто говорила. Хотя сама Ким не подтвердила слухи о пластических операциях, ее внешность часто подвергается анализу, и, по мнению экспертов, ее молодость поддерживается благодаря комбинации инъекций, кремов и других современных косметологических методов. А знаете, кого еще стоит выбирать так же осмотрительно, как и пластического хирурга? Правильно, юриста. Вот что делать, если попадаешь в ДТП в США. Куда обращаться за помощью, чтобы не обманули? Как получить компенсацию, если у вас нет страховки? Компания ДТП Америка помогла получить компенсации на 21 миллион для своих клиентов. Здесь вам точно ответят на все интересующие вас вопросы, ссылка в описании. Но идем дальше. Гвинет Пэлтроу, известная своим вниманием к органическим и натуральным продуктам, призналась, что однажды попробовала ботокс, но результат оказался катастрофическим. В одном из интервью она откровенно заявила, что больше никогда не прибегнет к этой процедуре, потому что ее лицо выглядело замороженным и лишенным эмоций. По ее словам, ботокс превратил ее в карикатурную версию самой себя, и она сравнила свой облик с Джоан Риверс, которая прославилась благодаря многочисленным пластическим операциям. Это признание вызвало много обсуждений, так как Пэлтроу всегда пропагандировала здоровый образ жизни и отказ от инвазивных методов омоложения. Кроме того, Пэлтроу рассказала, что попробовала другие неинвазивные методы, такие как лазерная процедура Термадж, которая, по ее словам, помогла ей сбросить 5 лет с лица, несмотря на болезненные ощущения. Она признает, что может снова обратиться к этой процедуре, но категорически против хирургического вмешательства, так как боится ложиться под нож. Гвинет подчеркивает важность сбалансированного подхода к уходу за собой, включая правильное питание и физические упражнения, что, по ее мнению, является ключом к ее внешнему виду. Тем не менее, ее опыт с ботоксом служит предупреждением о том, как легко можно переступить грань в погоне за молодостью, хотя бы не успела окончательно испортить свою красоту. Ну и раз коснулся Джоан Риверс, давайте расскажу и про нее. Хотя история грустная. Почему? Джоан Риверс за свою долгую карьеру в шоу-бизнесе стала символом чрезмерного увлечения пластической хирургией. Ее первый опыт пластики пришелся на 1965 год, когда она сделала подтяжку век, и с тех пор косметические вмешательства стали регулярной частью ее жизни. Риверс всегда с юмором относилась к своей внешности и бесконечным операциям, шутя, что их было 739, хотя это число скорее было преувеличением для шутки. Тем не менее, по словам ее дочери Мелиссы, актриса перенесла около 365 процедур. Все еще впечатляющее число для кого бы то ни было. Джоан прибегала к операциям для поддержания молодости, сделав несколько подтяжек лица, ринопластику, инъекции ботокса и филлеров, а также липосакцию. Она часто говорила о своих процедурах публично, заявляя, что пластика для нее стала образом жизни, и она не могла остановиться. Инъекции ботокса были настолько регулярными, что она сравнивала их с утренней чашкой кофе. Несмотря на критику за излишнее увлечение пластикой, Риверс с юмором и самоиронией продолжала шутить над своей зависимостью и необычным внешним видом, который с годами стал довольно карикатурным. К сожалению, ее приверженность косметическим процедурам сыграла роковую роль. В 2014 году Джоан Риверс скончалась во время незначительной операции на горле из-за осложнений, связанных с анестезией,
Всегда держите в голове, что пластические процедуры – это полноценная операция, которая несет определенные риски. А вот еще одна мадам, которая пожалела о пластике. Кортни Кокс, известная своей ролью в сериале «Друзья», в течение многих лет стремилась сохранить молодость с помощью косметических процедур. Актриса открыто призналась, что слишком увлеклась инъекциями филлеров, что привело к тому, что ее лицо стало неузнаваемым и перенасыщенным процедурами. Она не сразу осознавала, как изменяется ее внешность, пока не увидела фотографии и не поняла, что выглядит странно. В итоге она решила удалить все филлеры, вернув себе более естественный вид. Кокс подчеркнула, что осознала важность движения и мимики лица и научилась принимать естественное старение. Сейчас Кортни придерживается принципов естественности и отказалась от дальнейших инъекций. Она открыто признает свои ошибки и говорит, что теперь старается сохранять здоровье кожи с помощью качественного ухода, регулярных тренировок и правильного питания. И если мы говорим про пластику, то куда без поп-короля? Майкл Джексон прошел через множество пластических операций, начиная с конца 70-х годов. Его трансформация началась после травмы носа, когда он сделал первую ринопластику, чтобы улучшить дыхание. Однако это была только первая из многих операций, в результате которых его внешний вид радикально изменился. Джексон утверждал, что перенес только 2 операции на нос, но по свидетельствам его окружения, число хирургических вмешательств было гораздо больше. Возможно, более 30. К числу известных операций относятся не только многократные ринопластики, которые привели к значительной деформации и хрупкости носа, но и импланты в подбородок, создающие характерную ямку, и операции на щеках, что сделало лицо более узким и скульптурным. Некоторые источники также указывают на подтяжки век и использование ботокса, чтобы уменьшить морщины. Также немаловажным фактором его изменения внешности стало витилиго – кожное заболевание, из-за которого он потерял пигментацию. Джексон пользовался осветляющими кремами и макияжем, чтобы скрыть неровный тон кожи, что вызвало слухи о намеренном отбеливании кожи. Со временем постоянные операции стали приводить к разрушению тканей носа, и Майкл обращался к врачам для восстановления, в том числе с помощью филлеров. Именно поэтому он так странно и выглядел. Но вернемся к дамам. В 2014 году Рене Зельвегер поразила своих поклонников своим ужасным преображением. Основные изменения произошли вокруг глаз. Блефаропластика, направленная на открытие взгляда, значительно изменила ее характерный прищур, что и вызвало такую реакцию. Докторы, комментируя ее новый образ, отмечали, что операция по коррекции век, вероятно, также затронула положение бровей и общее строение лица. Зельвегер неоднократно отрицала слухи о пластических операциях, утверждая, что ее внешность изменилась естественным образом из-за старения и здорового образа жизни. В своих интервью и статьях она подчеркивала, что была счастлива жить более полноценной и счастливой жизнью, а изменение ее внешности – это лишь отражение внутренней трансформации. Тем не менее, споры вокруг ее внешнего вида не утихали, и ее трансформация стала одной из самых обсуждаемых в мире шоу-бизнеса. Несмотря на критику, Зельвегер вернулась к активной актерской карьере, выиграв «Оскар» за роль в фильме «Джуди», и продолжает оставаться одной из самых талантливых актрис Голливуда, несмотря на все слухи и общественное осуждение. Мадонна, несмотря на свои 66 лет, продолжает привлекать внимание общественности, но не только своими музыкальными успехами. В последние годы ее внешность претерпела значительные изменения из-за многочисленных пластических операций, таких как подтяжки лица, инъекции ботокса и филлеры. Эти процедуры сделали ее лицо чрезмерно гладким и объемным, что дало повод поклонникам и критикам сравнивать ее с восковой фигурой. После появления на церемонии Грэмми в 2023 году фанаты были шокированы ее внешним видом, отмечая, что певица стала практически неузнаваемой. Несмотря на критику и озабоченность поклонников, Мадонна сама комментировала свои трансформации в социальных сетях, отметив, что ее внешность – это результат борьбы с эйджизмом и мизогинией, которые часто касаются женщин старше 45 лет. Она заявила, что никогда не извинялась за свои творческие или внешние решения и не собирается начинать сейчас. Одна из причин ее резкой трансформации – это использование ботокса и филлеров для поддержания молодости, а также возможные подтяжки лица и бровей, что добавило ее лицу натянутый вид. Но на мой скромный взгляд, она очень хорошо выглядит для своего возраста.
Ну и самый натянутый мужчина в моем списке. Сильвестр Сталлоне в свои 77 лет претерпел значительные изменения внешности, которые напугали многих. Актер, который продолжает оставаться в центре внимания благодаря своим легендарным ролям, таким как Рокки и Рэмбо, вероятно, прибегал к множеству косметических процедур, включая подтяжку лица и инъекции ботокса. Его лицо сейчас выглядит гладким, почти без морщин, что характерно для использования ботокса, а подтяжка лица помогла уменьшить провисание кожи, что особенно заметно на его четко очерченной челюсти. Также специалисты считают, что Сталлоне мог пройти процедуры, связанные с коррекцией век и лба. Подобные вмешательства изменили его внешний вид, придавая лицу более замороженный вид с минимальной мимикой, что заметно при его выступлениях на публике. Рот открывается, а больше никаких эмоций. Учитывая возраст и степень вмешательств, ткани его лица могли оставаться отечными в течение длительного времени, что дополнительно сказалось на внешности. Сталлоне не скрывает, что обращался к пластической хирургии, объясняя это травмой, полученной при рождении, и стремлением поддерживать свой внешний вид в соответствии с образом героя боевиков. А как вы считаете, стоит ли прибегать к пластической хирургии, гонясь за молодостью? Пишите в комментариях и обязательно подписывайтесь на канал, друзья.